Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня поговорим на непростую тему о том, можно ли вам говорить о том, что не нравится, и как вы это говорите. Для того, чтобы объяснить этот процесс, я возьму в пример своих котов. Их сейчас нету в комнате, потому что если бы я их пустила, они были бы у меня уже на голове в том числе. Но они побудут незримыми актерами в этом действии. У меня есть два кота. Тот, кто следит за моими соцсетями, знает, что одного зовут Нафаня, а второго зовут Кузя. И они, несмотря на то, что братики, у них абсолютно разные характеры. Нафаня, он крупнее и наглее, агрессивнее. Он претендует на роль альфы в этой маленькой стае. А Кузя, он более такой интеллигентный парень, и агрессию свою он не выказывает, не показывает ее. И вот давайте на примере этих двух прекрасных котов, которые находятся за соседней стенкой, в соседней комнате, попробуем разобрать, что с ними происходит, когда я делаю то, что им не нравится. Вы, кошатники, знаете, что котам надо давать антипаразитарные различные лекарственные средства. И котам это категорически не нравится. Даже когда им на холку мажешь вот это вот масличко лечебное, то они воспринимают это как нападение на себя. То есть мы с вами можем говорить о том, что наши инстинкты, наша физиология реагирует как на нападение, когда не делают то, что нам нравится. И мы с вами можем сделать отсюда вывод, что чем у человека идеалистичнее требования к миру, то есть он должен быть каким-то безусловно принимающим, тем он будет более нападающим на него. И у таких людей возникает когнитивный диссонанс. То есть человек себя чувствует боящимся мира, он себя воспринимает как гонимый, как жертва, но на него реагирует как на агрессивного. И все дело в этом нападении. Вот когда я обрабатываю Нафаню, то он всегда рычит. То есть он своим видом показывает: мне это не нравится. И если я зазеваюсь, то он может ударить меня лапой. Ему вообще, когда что-то не нравится, он сразу своей когтистой лапой бьет. Он защищает себя. Кузя, наоборот, когда я его мажу, обрабатываю, он сжимается, ему страшно, и я вижу, как он себя сдерживает. То есть, если бы он был бы посмелее, понаглее, то он тоже бы рычал и бил меня. Но так как он признает мой авторитет, то есть я для него значимый человек, он свою агрессию сдерживает, он ее не выказывает. То есть мы с вами тоже можем сделать вывод про себя, что наша реакция на то, что нам не нравится, это защитить себя, наказать обидчика, отстоять себя. Но из-за того, что у этого есть последствия, мы это сдерживаем. То есть, когда мы с вами легализируем нашу первоначальную реакцию, ответное нападение как защита, то нам становится тогда, мне кажется, проще признать, что агрессия в нас есть, и она первична. Но эту агрессию нас учат убирать наши опекающие взрослые. Потому что если бы человек проявлял агрессию всегда, когда ему что-то не нравится, он переругался бы со всеми и остался бы в изоляции. То есть мы, как социальные существа, учимся в первую очередь контролировать агрессию. Вот если ребенок сидит дома, и он гиперопекаемый, а потом он попадает в коллектив, он не понимает, почему
ему не целуют руку, и почему все не отдают игрушки, когда он потребовал и заплакал. Потому что дома было так. То есть наше недовольство, наше желание защищать, оно первично. Что происходит с Кузей, когда ему нельзя показывать эту агрессию? Чтобы вы понимали, я котов никогда не наказывала, никогда физическое какое-то воздействие не применяла к ним. Я, правда, не знаю, что с ними было на улице до того, как их забрали. Они около 3 месяцев там прожили, но я точно их не наказываю. То есть он боится не наказания, он боится потерять со мной отношения. В его инстинкте самосохранения он нападает на свое желание напасть для того, чтобы сохранить со мной отношения. Я думаю, каждому из вас это знакомо. Когда какой-то значимый человек, от которого ты зависишь, или с которым тебе важно сохранить отношения, и у тебя по поводу него появляется недовольство его поведением, то проще всего это недовольство не заметить вообще. Вот люди искренне отсекают, запрещают себе ощущать недовольство. Я в работе с клиентами это не раз замечала, и я как бы за этих людей говорю: вы сейчас недовольны тем, что я говорю? У вас идет какая-то эмоциональная реакция. И первый ответ: нет, 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 все в порядке. Ну, потому что если я признаю свое недовольство, и тем более вынесу его в пространство, то что будет? Если я выношу недовольство как зверь, то мое недовольство – это удар когтистой лапой. Я хочу напасть. То есть мое недовольство изначально я не помечаю, не обозначаю, как мне не нравится. Изначально оно воспринимается как нападение, как защита. И поэтому люди, высказывающие недовольство, это всегда люди, употребляющие слова не совсем как слова. Эти слова кусают, царапают, колят, клюют, ранят. Потому что я первоначально, как зверь, если меня не обучают эмпатии, не обучают исследовать свои чувства, мне это не объяснять, мне это никто не сказал, то я нахожусь с миром первоначально в слиянии. То есть я идентифицирую мир как среду своего обитания. И если мир не такой, как мне надо, то он на меня нападает. Давайте с вами попробуем сейчас от котиков перейти к людям. Если я иду с работы, и на работе мне испортили настроение, ну, был какой-то или конфликт, или какая-то моя неудача, и я прихожу домой, я переполнена эмоциями, и мне когтистой лапой нельзя было ударить в ответ на работе. Но я уже это недовольство спродуцировала, оно у меня внутри. И так как мне нельзя узнавать, что мне не нравится, нельзя узнавать свое недовольство, свою агрессию, то я несу этот заряд и не понимаю, что я являюсь уже носителем заряда недовольства. И я как грозовая туча уже жду повода для того, чтобы злиться. Это вот как с эрекцией. Когда есть сексуальное возбуждение, его хочется сбросить. И ты ни о чем другом думать не можешь. Точно так же с эмоциональным напряжением, которое ты хочешь исторгнуть, разрядиться, потому что ты похож на человека, который несет 2 ведра с водой. Тебе тяжело. И этот взрыв происходит совсем не по адресу. То есть я могу прийти домой, и если мне разрешено безнаказанно кусать, жалить, клевать, царапать моих близких, то я буду
бессознательно искать повод для того, чтобы найти, чем я буду недовольной, для того, чтобы мое недовольство было праведным, по праведному поводу, тогда я могу его слить и при этом остаться хорошей. Но когда я начну сомневаться в праведности своей злости, мне надо будет постоянно убеждать себя, что все правильно я сделала, а другой был неправ. То есть я вынуждена постоянно несколько искажать картину мира для того, чтобы не встретиться с тем, чем я недовольна. Например, я иду домой, я в расстроенных чувствах, я устала, и я, например, пишу своему мужу: я приду недовольная, держись от меня подальше. Вот чтобы человеку сделать такое признание, ему надо быть на «ты» со своими чувствами, со своей агрессией, со своей плохостью. Или же я прихожу домой и говорю: я сейчас в ужасном состоянии, я токсичная, я как грозовая туча, ко мне лучше не подходить. То есть, видите, я могу поговорить про это. Мои коты могли бы поговорить со мной про это. Но они не могут в силу ограниченности своих ментальных способностей сформулировать и прояснить со мной отношения. Вот, например, тот, кто читает мои соцсети, знает, что я иногда даю голос котам и как будто озвучиваю за них их мысли. Вот если бы коты могли мне со мной поговорить и не сказали, Нафаня, вы, который понаглее, сказал: Оля, послушай, не делай этого, мне это не нравится. Я бы ему сказала: Нафанечка, ну, если я не буду тебя обрабатывать, у нас у обоих будут проблемы. Ты будешь болеть, а мне придется тебя лечить. Ты будешь себя плохо чувствовать, и когда я тебя буду лечить, будет гораздо больше неприятных ощущений, потому что будут там или уколы, или таблетки, а сейчас мы можем эту решить проблему более простым способом. Он такой бы задумался, сказал: да ладно, Маша, я потерплю. Вот когда ребенку делают прививку или там укол, он кричит как на нападение на это. А когда взрослому делают укол, он понимает, что его лечат. Он в этот момент свое недовольство каким-то образом перерабатывает. И это дает нам всем шанс, испытывая недовольство, во-первых, легализировать его, а во-вторых, не воспринимать поведение другого как нападение на себя, то есть отдельно. И в этом нам с вами поможет эмпатия. То есть фактически я прихожу в этот мир с одной системой координат, где есть я, весь остальной мир — среда. Все остальные люди — среда моего обитания. Если они не ведут так, как я хотела бы, они на меня нападают. На нападение однозначно появляется агрессия. Если мне можно выразить эту агрессию, я нападаю в ответ. Если нельзя, я нападаю на себя, говорю, что это я плохая. То есть я уже эту агрессию сгенерировала, и мне надо куда-то эту шаровую молнию направить. Или на другого, или на себя. Но с этой шаровой молнией я могу обойтись другим способом. Я перехожу в систему координат, где я не в центре, и я начинаю рассуждать о ней как о продукте, который я сгенерировал. Например, когда я прихожу уставшая домой, и муж говорит мне: как у тебя дела на работе, то я прореагирую как зверь из своей системы координат на это, как на нападение, потому что это не соответствует тому, что я сейчас хочу. И я буду переходить в режим зверя, когда я уставшая, больная, голодная или переполненная эмоциями. И мне надо мгновенно перейти в систему координат эмпатичную. Там, где муж не находится в пространстве среды моей обитания, а находится отдельно. Вот многие люди мечтают о том, чтобы не реагировать на чужую критику, на чужие слова и так далее. Вот
что-то делать с собой внутри не получится. Ну, в том смысле, что мне надо проработать какие-то скиллы. Здесь получится только выходить из собственной системы координат, где инстинкт самосохранения точно будет это воспринять как нападение, и приходить в систему координат общую, где ты начинаешь человека воспринимать отдельно от себя. Тогда то, что он со мной делает, я не буду воспринимать как нападение, а значит, мне не надо будет подавлять свою агрессию, не надо будет направлять ее на себя, не надо будет ее скрывать, не надо будет терпеть и так далее, и так далее. Этот способ звучит красиво, но это навык. Я перепробовала большое количество способов в работе с клиентами. Я вижу, как не работает сдерживать агрессию, выплескивать агрессию. Это создает громадное количество проблем. То есть человек не может цивилизованно выстраивать контакт, у него получается скандалы, разборки, бесконечное прояснение отношений. А когда мы с вами выходим в систему координат, где я делаю это отдельно от тебя, я могу воспринимать твои действия, например, как твой приход с работы, если я эмпатична, я вижу, что ты расстроена, и понимаю, что тебе лучше не трогать. Если я воспринимаю это не как отторжение меня или меня не рада видеть, а как твою усталость, у меня нет раздражения на твое поведение. А если я эмпатична, если я понимаю, что я сейчас уставшая, меня лучше не трогать, то тогда неэмпатичное поведение другого я не воспринимаю как нападение. Но в то же время я отщелкиваю, что инстинкт самосохранения воспринимает как нападение. Я говорю: эй, дружок, подожди. У меня есть иной способ восприятия этого контакта. В общем, кто хочет глубже погрузиться в тему эмпатии, выстраивания контакта, миролюбивого с другими людьми, но в то же время, если на тебя точно нападает, то как давать отпор не как злое животное, а как умный человек. Это вам на школу эмпатии. Но в этом ролике я от души поделилась с вами кусочком знаний. Пишите, пожалуйста, свои ощущения, которые у вас появятся, если вы научитесь воспринимать этот мир из системы координат. Этот мир для меня, он среда, и из системы координат этот мир не мой. Будет ли у вас тогда снижаться раздражение? Будет ли у вас из-за этого меньше агрессивности, направленной на другого или на себя? Попробуйте порассуждать на эту тему. Возьмите какой-то пример, где вы испытывали раздражение, разберите в двух системах координат и, как всегда, напишите в комментариях. Будем учиться друг у друга. Ну что, я вот и закрываю свой фонтан. Всего вам хорошего и до следующей пятницы. До встречи.